Обязательно сделайте защитную грамоту своему сыну или дочке. Как сделать такую защитную грамоту, что написать, когда читать вашему ребенку ваши заветные слова. Далее в этом видео. Обязательно досмотрите это видео до конца, вы получите много полезной, важной и нужной информации. Конечно же, случается с каждым из нас, что ребенок взрослеет, и вот наш родной человечек, сын или дочка, заканчивает школу и готовится вступить во взрослую жизнь. И после отшумевшего весельем выпускного бала наш уже взрослый малыш далеко не всегда остается жить в родительском доме. Многие ребята уезжают поступать в высшее или среднее учебное заведение в другой город, а иногда и даже в другую страну. И мы, родители, отпускаем своих детей, но очень всегда за них переживаем. Конечно же, у нас есть сегодня в современном мире возможность позвонить своим родным, написать в мессенджерах, связаться по скайпу, но материнское сердце все равно неспокойно. Так мы устроены, мамы. Что в таком случае может сделать для своего ребенка любящая мама? Кроме материальной поддержки, следует одарить сына или дочь глубокой еще и моральная поддержка, а, наверное, это самое важное и нужное для каждого ребенка. То есть сделать так, чтобы ваш ребенок был уверен в одобрении вами того выбора, тех мировоззренческих принципов, которыми он руководствуется в жизни. Ведь именно вы вырастили и воспитали свое дитя. Именно вы эти моральные принципы у него сформировали. И здесь нам на помощь приходит давняя традиция – защитная грамота. Что же это такое и как изготовить эту защитную грамоту для своего ребенка, который поможет в самый трудный и тяжелый момент в его жизни? Друзья, защитная грамота традиционно представляет собой небольшой лист бумаги блокнотного формата, на котором рукой вы напишите следующие слова. «Сыночек или доченька, ты справишься. Я всегда на твоей стороне, мама». После того, как вы написали эти или похожие, но главное искренние слова, обращенные к своему ребенку, нужно сделать следующее. Найдите старую детскую рубашку сына или платье дочери. Это может быть абсолютно любая одежда вашего ребенка, но кроме верхней. Главное условие: на ней должен быть небольшой накладной кармашек. Аккуратно отрежьте кусочек ткани с карманом и обшейте ею небольшую картонку или кусочек фанеры, то ли дерева, в общем, любого натурального материала. Наша заготовка для защитной грамоты должна приобрести вид своеобразной плотной открытки с действующим кармашком. Теперь в этот карманчик мы вложим ваше доброе, написанное, безусловно, любовью и доверием к ребенку письмо и застегнем его на пуговку или кнопку. Можно прикрепить к нему маленькую детскую игрушку вашей дочери или сына, вставить в кармашек, например, небольшую веточку лаванды или подорожника. Знаете, это только усилит действие защитной грамоты. Но жизнь не стоит на месте. Знаете, еще большую силу будет иметь оберег, если вы письмо напишете на обратной стороне вашего совместного с ребенком фото. Желательно, чтобы это была фотография, на которой ваш сын или дочь в возрасте где-то от 5 до 10 лет. Это может быть фото с прогулки, с какого-то праздника, с любого мероприятия, когда-то доставившего вашему малышу удовольствие и которым он или она хранит самые теплые и счастливые воспоминания. Грамоту вы должны сделать без случайных свидетелей. Даже ваши близкие не должны застать вас за этой работой. Когда вы закончите, упакуйте рукотворную защиту в картонную коробочку или закрытый бумажный пакет и в таком виде подарите ее своему ребенку, когда он или она будет укладывать вещи в дорожную сумку.
Но, друзья, не рассказывайте о содержимом вашего подарка и попросите у сына или дочери не раскрывать упаковку до того момента, пока они не приедут в другой город. А дальше ждите доброго чуда. Защитная грамота, сотворенная вами, окружит самого родного для вас человека теплой незримой энергией. И эта грамота не даст сойти с верного пути, поддержит ваше дитя и будет охранять его со своей силой в вашей материнской любви. Будьте благополучны и счастливы. Даже если ваш ребенок, сын или дочка, достаточно сейчас далеко от вас, но вы знаете, что вы хотите сделать такой подарок, обязательно сделайте. Но дайте условия, что он может скрыть в каких-то определенных ситуациях этот ваш подарок. И вы увидите, что действительно эта защитная грамота, она действительно поможет и убережет вашего сына или дочку, даже если у них уже есть и свои семьи, и свои дети. Помните, материнская любовь, она достаточно сильная, и только она воскрешает иногда то, что другие не могут сделать. Поэтому, дорогие наши мамы, бабушки, обязательно сделайте такой вот оберег для своего ребенка. Возможно, вы можете сделать и такой оберег и также для своих внуков, но помните, что вам нужно выполнить все-таки определенные условия. Ну, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео. Обязательно смотрите другие видео у нас на канале. Ну, а мы с вами прощаемся и услышимся уже, друзья, в следующем видео.